Всем привет, друзья! А сегодняшнее наше путешествие опять начинается рядом с этим чесночком, но только сегодня мы уже направимся в туристический центр города. Посмотрим, что там есть новое, что там есть интересного, что там изменилось. А изменилось, ребята, многое. Как раз об этом вам и расскажем. А вы в комментариях напишите, как вы считаете, изменения все-таки к лучшему или к худшему. Но очень интересно будет послушать ваше мнение. Устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем! И начнем мы наш сегодняшний рассказ с того, что расскажем, что грузины снесли практически все кафе на набережной. Вот здесь вот стояла очень красивая и классная кафешка без меж. Там были вкусные сырнички, кофе, ну и вообще и прекрасный вид на закатик. Но, к сожалению, это все посносили. Там еще индусов, правда, снесли, но за них я не сильно переживаю, если честно. Я не фанат индийской кухни, поэтому меня это не очень трогает. А вот это кафе, конечно, очень жалко. Ну и плюс, помимо этого, очень-очень много кафе по набережной было убрано. Ну вот, мы дальше сейчас пойдем. Там парк развлечений, кафе, ларьки. У меня вообще такое ощущение, что Грузия, грузины, они за спорт. Теперь... Если вы лежите на пляже и захотелось чего-нибудь попить, какого-нибудь молочного коктейля, вам надо бежать черти знает куда, чтобы это купить. К сожалению, так, что вы пошли в ларечек и что-нибудь взяли себе вкусненького освежиться, уже нет. Так что все будем спортивными к лету, даже те, кто не хотел. Хотя ладно, друзья, тут надо признать, что снесли все-таки не все. А то мы так немножко негативненько начали, кое-что все-таки осталось. Например, остался туалет. Это, кстати, не может не радовать. Кстати, да. Зато вот это вот чудо инженерной мысли они решили облагородить, покрасить, привести в чувство. Наверное, просто дорого сносить. Хотя, судя по роликам, которые мы смотрели лет 7-10 давности, наверное, да, оно точно так же стояло и не работало. Может, хоть заработает. Есть вот такие вот, конечно, еще кафе и рестораны. Да, это, наверное, ресторан больше. Он, конечно, не прям совсем на набережной. Да, тут атмосфера, музыка такая своеобразная немножко, такой мотив. Привыкнуть надо. Но если учесть, какой здесь ценник, то я думаю, что с пляжа вы не будете уходить, потому что вы останетесь просто без трусов. А вот как раз-таки напротив вот этого ресторана есть Акрополь, который выходит как раз-таки на набережную. Там вот одну кафешку все-таки сохранили. Но там, правда, народу всегда, мама, не горюй. Но сейчас, я думаю, будет еще больше, потому что конкуренции-то нету. А сам ресторан Акрополь, там тоже ценник, наверное, средний чек 200-300 лари. Поэтому, это что-то уже на богатом. Если вы долго собирали на отдых, тогда, в принципе, наверное, да, можно позволить себе туда отдохнуть. А так, такое себе. Вообще, друзья, есть очень много вопросов к вот этому Орби. Да, он признан самым большим апарт-отелем в Европе. Я, правда, не знаю, каким местом Грузия относится к Европе, но тем не менее. И я где-то читал, что там 10 тысяч апартов. Я вот только не понял, это на одно здание или на два. Напишите в комментариях, может, кто знает, даже самому интересно. Но смысл здесь в другом, что 10 тысяч апартов. Это даже если просто посчитать, что каждый приедет по одному, это 10 тысяч человек. Зачастую в отпуск там ездят и либо с женами, либо с детьми, либо с любовницами. Кто на что работал, как говорится. Но смысл в том, что это же все люди, они будут вот здесь вот и на пляже, и это. Чтобы вы понимали, Батуми это всего 7 километров в город. Я знаю города, где районы больше, чем 7 километров. То есть... Я считаю, что для Батуми, конечно, вот это вот, что они понастроили, и это только один Орби, их тут еще целая куча. И там много, и там Марриотт еще. Тут таких отелей, мама, не горюй. Мне кажется, конечно, для Батуми это просто овер до хрена. Это прям чрезмерное количество отелей на такой маленькой площади. Тут для этих людей, мне кажется, даже инфраструктуры не найдется, чтобы вот куда-то пойти, куда-то зайти. Собственно, вот он, этот небольшой пляжик, про который я говорил, который находится рядом с вот этими Орби. Это только напротив них вот. И мне кажется, ребята, что схема «встал в 6 утра, чтобы занять место на пляже» здесь явно не будет работать. Потому что, 10 тысяч человек здесь явно не поместится. От силы человек 500, наверное, не больше. Поэтому касательно того, что вот это вот здесь все понастроили, если честно, у меня вызывает очень много вопросов. Сейчас не сезон еще только самое-самое начало. А уже народу прям много. Уже разойтись прям достаточно сложно. Уже побольше, особенно когда погода хорошая. А что будет в самый сезон? Боже, я даже боюсь представить. Но я думаю, что грузин это мало интересует.
потому что самое главное, чтобы вы везли сюда свои деньги, тратили здесь, отдыхали как бы, а все остальное, это ладно, это мелочи. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Ну и еще один небольшой факт, друзья, про вот эти вот пляжи. На них надо быть очень аккуратными, потому что вот здесь вот до этого стояли маленькие кафешечки, ларечечки, там что-то еще было. И когда это все сносилось, соответственно, вот здесь вот в песке, ну можно видеть, вот там вот остались куски, то есть гвозди, болты, всякие щепки, ошметки. Все это вы найдете вот здесь вот в песке, поэтому... Когда будете идти на пляж, будьте максимально аккуратны. Лучше используйте какую-нибудь обувь, чтобы не поранить ноги. Как я думаю, каждый из вас знает, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Поэтому будьте аккуратны, я вас предупредил. А вот здесь вот, друзья, до этого были теннисные столы, бильярды. Здесь можно было даже взять ракетки с воланчиком поколотить. Но, к сожалению, это все тоже убрали, поэтому здесь из развлечений осталась только лавочка. Ой, ну зато она в тенючке такая удобная. Мне тут Тося говорит, что у нас выходит какой-то очень депрессивный ролик. Но на самом деле, друзья, никакой депрессии либо негатива я не испытываю абсолютно. Ну, по факту, то есть, да, действительно, ну, здесь вот были столики, там вот были кафешки, да, это все посносили как бы. Ну, хорошо это или плохо, я вас вначале просил написать ваше мнение, поэтому я не знаю. Мне, если честно, все равно. Мы как бы вот ходим, гуляем, ну, мы на лавочке можем посидеть. Поэтому без негатива. Продолжаем. Отдельно, друзья, хочется поговорить про погоду в Батуми. Вот видите, ни облачка нету, да? А вот передают, что через пару часов уже будет дождь. Поэтому, когда вы выходите на улицу в Батуми, берите сразу с собой плавки, зонтик, шубу, панамку, короче, лодку, сапоги, короче, все, что привезли с собой, берите. Оно пригодится, поверьте. Когда так сильно любишь работу, и работа не отпускает. Он там что-то пишет еще? Нет? Ну, походу, да. Ну да, он еще что-то там это. Многозадачный человек. Ну вот она, удаленка в действии. Странно, как они умудрились оставить этот ларечек, как он тут так слился с местностью. Вот здесь вот, друзья, как раз прикольный такой прудик напротив пляжа. Вот там вот вечером идет шоу фонтанов. А вот здесь вот обратите внимание, здесь вот основная фишка Грузии, когда не достроили, но там уже народ живет вовсю. Апартаменты сдаются. И, в принципе, ну, соседство такое. Это такие приколы не только здесь. Они во много где, кстати. И это нормально считается. Никто за это не переживает. Не, ну по факту. По факту же. Вообще, наверное, друзья, Орби – это самый спорный отель. Потому что, ну, там сдают и на долгий срок, но долгий срок там жить, конечно, невозможно. А вот на короткий срок, наверное, 2-3, ну, 5 дней. Мне кажется, в принципе, неплохой. Единственное, что в сезон там, конечно, очередь у лифта по полчаса. Но если вы никуда не спешите, то, в принципе, нормальное место за вполне адекватные деньги. Ну и очень интересное, потому что там такая слышимость, можно следить за всеми соседями и быть в курсе всех новостей. Кто любит такую тему, оценит явно. Вот эти вот все развлечения непонятно, останутся они к сезону или нет, но вот это точно останется тут. Ему тут хорошо. Хотя, если честно, они все так хлипенько выглядят. Ну вот мне бы, наверное, было страшновато на них кататься. Хотя, если учесть, что с этого года в Грузии требуется страховка, то, наверное, бояться нечего. Кстати, да, еще одно нововведение, друзья, это то, что эту страховку не только требуют, ее еще и ходят и проверяют. Вы, собираясь на пляжик, должны с собой брать паспорт и страховку. Ну или хотя бы в телефоне там фотографию, допустим, этого всего. Не знаю, как по мне, наверное, это не сильно удобно, потому что я иногда на пляж люблю ходить и без телефона, потому что я просто хочу покупаться, мне там телефон особо не надо. Поэтому, ну как-то так. Да, друзья, новшеств в этом году в Грузии много. Здесь не поспоришь, конечно. Вон, друзья, кстати, для тех, для кого не хватит спорта, бегания за напитками из-за нехватки ларьков, можно вон мячик покидать. Или грушу вон попинать.
А вот здесь вот, друзья, мы плавненько с вами дошли до памятника советскому арт-неандертализму. Мне кажется, именно поэтому в Грузии нету комнат страха. Потому что здесь есть Магнолия. Мне кажется, только ленивый не снял про Магнолию, не рассказал, что это здание вообще здесь стоит незаконно. Я так понимаю, что к нему там не подключено ничего. Хотя вроде как смотришь, там и кондиционеры стоят. Но вроде как говорили, что там нету воды, света, что-то такого. Но я думаю, что, конечно, перегибают, но выглядит максимально жутко. Плюс там еще внутри какие-то такие скульптуры непонятного содержания. И если днем их еще смотреть, в принципе, как бы нервы хватит, то вечером там потом будешь неделю на седативных сидеть. Там, конечно, не для слабонервных. Да, табличка продается очень самонадеянно. Я думаю, надо вешать «Отдам в дар». Хотя не, я даже немножко погорячился. Тут есть какая-то квест-комната в этой Магнолии. И почему-то я догадываюсь, что там надо за квест выполнить. Ну, как минимум зайти сюда, а потом выйти. Ладно, мы не стали исключением, мы тоже пробрались сюда поснимать хоть что здесь такое. Вот видите, мы ради вас готовы не спать ночами после увиденного. Так что это как минимум заслуживает лайка, да, зайцы? Да. У меня вот только один вопрос. А почему они все без рук и все лысые? Здесь же не одна девочка. То есть, а область живота тебя не сильно смущает, Ну, да? это, может, платье такое. Тут вот, кстати, ребят, очень удобно. Если подходить поближе, чтобы рассмотреть девочку, можно, наверное, провалиться к мальчику. Подняться? Ну, не знаю, давай попробуем подняться. Вот, наверное, людям не прикольно. Вот так вот туристы вот заходят, да, а у них вот на это все вот безобразие выходят окна. И вот постоянно около окон кто-то мельтешит. Слушай, ну сюда еще так-то пробраться надо. Это не так-то просто, что ты зашел и все. Слушай, у них еще и крылья какие-то, как у мухи. Че, подруга, как дела? Че грустная такая? Устала от туристов. Я бы тоже была грустная. Мне кажется, вот она на краю стоит уже не просто так. Мне Ну, кажется, наверное, там один да. шаг. Лететь, конечно, невысоко, но тем не И менее. заметь взгляд куда-то вниз. Короче, друзья, ну такое сомнительное, конечно, развлечение. Если вы сюда все же проберетесь, как и мы, вечером точно не ходите. Вот прям вечером настоятельно не рекомендую не ходить. Ну а так, ну не знаю, разочек, наверное, глянуть можно. Так, Кнопочка ладно. должна быть. Ребята, был квест, как сюда попасть. А теперь как отсюда выйти? А без чипа не выйдешь, да? Не знаю, Господи, мы теперь еще и не выйдем отсюда. что реально красота. без чипа не выйти, что ли? Не, подожди, ну как-то же можно, наверное, выйти. Куда-то тут надо же нажать. Главное, чтобы током не треснуло. Короче, друзья, мы теперь тут еще и в заперти. Я не знаю, как мы теперь отсюда выберемся. Так что, если ролик не выйдет, мы не выбрались. Нет, слушай, кнопок никаких же нету. Кайф. 346 minutes later. Шел 5-й час, мы все пытались найти эту богомерзкую кнопку. Телефон выпустите, Чукча кушать хочет. Как вам сюда выйти-то, реально? О, не, я что-то поверил в себя сильно, да? Ну ладно. А то я точно как Винни-Пух буду застрянут тут еще. Ну ждем тогда кого-нибудь. Я не знаю, как отсюда выйти вообще. Вот такая система, ребят. Тосик вон уже разложилась, вся была готова к заточению, но благо человек нас спас все-таки. Ну, кстати, да, минут 15-20 мы посидели, но не так уж и долго. Так что, друзья, ролику все-таки быть. Мы все-таки оттуда выбрались. Вообще, конечно, друзья, очень забавный такой опыт. Слазить туда и не выбраться. Но, как мы поняли, основное развлечение именно в Батуми – это прогулка по набережной. Толкание с людьми, обход этих велосипедистов, скейтеров, там, как этих? Самокатчики. Вот, да, для которых отдельно котел в аду приготовлен. Не, ну пальмы, да, классные. Сейчас их немножко еще распетушили. Ну ладно. Все имеется в виду, на зиму пальмы все собирают. Да. Потому что зимой появляется очень сильный ветер, и чтобы они никак не повредились, им делают такой хвостик наверху. А сейчас их распустили. Да. О, распустили. Распустили, да. Ну это Т9, ребят, не обращайте внимания. Да, вдобавок к этому ко всему виду, здесь надо еще отметить то, что он очень шумный. У нас уже был первый ролик про Батуми, там я уже говорил, что здесь уровень тишины, как на сталелитейном заводе, поэтому надо тоже к этому привыкнуть. Здесь
не каждый сможет спокойно отдыхать. Кстати, еще, если вдруг меня будет смотреть тот человек, который это делал, я бы хотел высказать ему широчайшую благодарность за установку вот этих вот лавочек. Я не знаю, конечно, кто их проектировал, дай бог ему здоровья, но, друзья, чтобы вы понимали, вот сидеть на них просто физически невозможно. Ты скатываешься. И после дождя у них ребер нету, вот это вот все мокрющее, вон все грязное. Я не знаю, конечно, вот они стоят, молодцы, все хорошо и красиво. И вот эти вот лежачки тоже садистские. Мы на них пробовали лежать, я через 5 минут уже проклял все. Собственно, именно поэтому на них нету никого. Я так понимаю, что люди попробуют и понимают, что это явно не ихнее. Вон, друзья, я только хотел сказать, что мы нашли карусельку для интроверта, но вон тоже другие туристы заметили этот интересный арт-объект. Он, кстати, наверное, единственный постоянно клиент сидит. Ну, хорошо, хоть вот это вот кафе не снесли, которое в каком-то там фильме «Мимино», по-моему, да, или где оно там было? По-моему, Короче, да. в каком-то советском фильме, я, если честно, не помню, если кто помнит, пожалуйста, напишите в комментариях, почитаю, будет очень приятно. Короче, да, друзья, хоть еще и не сезон, но если ты хочешь отдохнуть в тенечке, то можно только стоя. Все лавочки заняты в теньке, вообще просто ни одной нету свободной. Да, хоть передают сегодня типа 17 градусов, но по ощущениям все 25. Вообще очень жарко. Ветра в принципе нету. Солнце как печет. Хотя с утра был такой ураган. Ну да. Ну и может сейчас к вечеру будет еще, что там дождь передают. О, да, сейчас бы в нем покупаться. Да, друзья, там еще по нашему маршруту был парк 6 мая, но мы его уже миновали, не стали туда уже заходить. Пошли уже сразу к башне Алфавит. Ну и к знаменитой статуе. Как? Ленину. Вон, видно, еще что-то ломают, сносят. Короче, ребят, я не знаю, где вы будете летом отдыхать, но явно не в кафе. Друзья, вам эти гнезда аиста ничего не напоминают? По-моему, они очень напоминают Сингапур, а? Ну, не знаю, светятся ли они ночью, но такая, как мини-копия, похожа. А вообще-то здесь нельзя парковаться, если что. Я думаю, ну, Вон, видите, друзья, грузины настолько суровы, что они даже плитку косят. А, тут тоже что-то вон все детские площадки закрыты. Ну, кто-то так с детьми играет, в принципе. Вполне можно и так. походу не свой. Не, ну а что делать? Приходится импровизировать. Да. Выходишь, и открывается шикарная панорама Ну, на что-то, друзья. Открывается панорама, конечно. Но у нас пока не открывается. Короче, друзья, пока вот прогуливаясь по набережной, у меня есть очень много вопросов к тому, как будет проходить текущий летний сезон для туристов. Но ответов, к сожалению, пока нету. Потому что я смотрю, вон там что-то тоже разломали. Пока ощущение, что тут Мамай пробежал. Или как по-грузински будет?
Ну, короче, сами додумайте там, если что, напишите мне в комментариях, чтобы я тоже знал, кто там у них бегает. Но... Георгий, да. Корабль остался. Что-то здесь рядом с ним снесли. А корабль... А, ну видно, что с пассажирами. Вон там сидят, едят. Наверное, пока еще сносить не будут. Так, мы решили, короче, пойти по морожку. Сейчас посмотрим для начала, сколько оно стоит. Будем. Не, вот это Лука Полари, у них очень вкусное, конечно, мороженое. Не поворачивайся. Я и не собиралась. Ой, сейчас еще одна волна. Так, давай вот сюда вот левее. Да, друзья, вот так вот меняется погода в Батуми. Это нормально, это про то, что мы говорили. Ты как, жива там? Чуть шапку не потеряла. Мы тут что-то подумали, что мы все по набережной ходим, да, потому что там все равно делать нечего, там всю ее разнесли. И решили отправиться в исторический центр Батуми. Что-то, короче, на площади видно место сборища доставщиков. Конечно, постоять тут и поснимать, и понаслаждаться очень мешают. Вообще, да, красивое, кстати, здание такое. В каком-то, наверное, итальянском или испанском стиле. И все бы, конечно, ничего, если бы оно все не разваливалось. Вот поэтому, когда приезжаешь на 5-7 дней, ты, скорее всего, даже этого не заметишь. А вот когда ты уже живешь здесь, ну, это уже, конечно, бросается в глаза. Не, вообще, друзья, очень прикольное местечко. Здесь не только, кстати, красивые виды, но здесь еще очень много всяких вкусных кафешек, которые вы можете найти в нашем путеводителе. Мы тут много чего понатмечали. Здесь, конечно, есть не переесть. Вот тут, наверное, когда туристы приедут, драка за улицу, а? Ну, я так понимаю, что это, наверное, только ночью работает. Днем все черепа спят. Ну, что-то работает, что-то не работает. Ну, что-то должно работать. Сейчас мы что-нибудь найдем. Короче, мы с Тосиком решили обратно вернуться на главную улицу, потому что здесь что-то одни какие-то закрытые двери, неработающие кафешки. В таких бы местах, конечно, очень не помешало дублирование на каком-нибудь другом языке. Вау. Ага. Короче, резюмируя 15 минут хождения здесь, красивое место с красивыми домами, кучей магазинами, где можно купить, по-моему, все, что угодно. Вон, даже бижутерия какая-то. Ну и, соответственно, вкусными кафешками, куда мы, наверное, сейчас и направимся. А то что-то запахи прям... Да, тут в этих улочках без навигатора заблудиться, по-моему, 3 секунды. О, какой. Ничего себе, какой красивый. Единственное, конечно, вот мы идем, и здесь создается куча апартаментов. Ну, не знаю, как, наверное, здесь жить, когда толпы туристов туда-сюда ходят. Наверное, такое себе удовольствие, Здесь да. еще очень много машин ездит. Ну, да. Ну, конечно, да, если чуть-чуть заглянуть за фасад, выглядит все уже не так радужно. Почему все закрыто? Может, обед? Хотя 5 5 часов. часов вечера? Обед затянулся.
красота. Короче, друзья, из всего увиденного во дворах можно сделать вывод, что гулять лучше все-таки по центральным улицам. Туда не смотрите, ну, то испортите все настроение и впечатление. Так, вообще, как я понимаю по карте, нам вот за эти мусорки как-то Машина. не способствуют они аппетиту, если честно. Не, пахнет неплохо и вроде даже симпатично, но надо просто знать, куда идти. Да, сахли вот. Ты когда-нибудь такое видел? В ванной? Да. Ну, нет. Обычно там люди. Может, просто долго лежал, пророс. Может. Ладно, пошли посмотрим, что тут есть. Булка? Ты жива Какая? вообще, а? И смотри, какая булка. А? Кормленная. Ага. А, здравствуйте. О, смотри, тут на балкончике как. А, красота, вон тебе какое кресло твое любимое. Ой, мне нравится все. Давай тут. Слушай, очень классно, атмосферненько. Нет, так прикольно, но как-то узковато. Угу, я понял. Ну, пока несут, вон можно какой-нибудь томик почитать. Спасибо. Что, ну тоже красиво, аппетитно выглядит. Тарелки, конечно, здесь. Это что-то с чем-то. Приятного аппетита. Спасибо. С чем ты недоволен? Размером. А что ты заказывал-то вообще? Фиг его знает. Ладно, хоть тут и немного, но зато вкусно. С грибочками даже. Как-то твой вариант мне нравится больше. Ну что, друзья, приблизительно вот так вот выглядит у нас обед с женой, когда я уже все съел, а Тосик еще даже не начала. Ну ладно, надо отдать должное. Порция, конечно, хоть и для ППшника, но вкусная. Но по размеру порции самое главное приносить это все вот в таких больших тарелках, Да. чтобы ты понимал, что этого мало и это дорого стоит. Слушай, а вот то, что там из рыбы было, это не из этой? Не знаю. Ой, меня была pet-friendly. Ой, пошли на солнышко, я замерзла. Ну что, друзья, очень даже неплохо и вкусно перекусили. Единственное, маловато. И все это обошлось в 71 лари. В принципе, считаю, не так уж и дорого. Для туристического места. Да, вполне. Но хотелось бы порцию побольше. Ну да, вот здесь вот, когда туристов много, разойтись, наверное, нереально. А как тут идти, непонятно. Ай. Хотел красоту подснять, в говно встал. Да-да, половина закрыта, половина на ремонте, половина просто пустое. Мы тут с Тосиком пробили, что тут какой-то маленький итальянский райончик. И итальянская Грузия. Чувствуешь запах ризотто хинкали? Правда, все закрыто, походу. Слушай, очень интересно, на эту башню-то вообще подняться можно, нет? Что-то выглядит как вроде как нельзя. Немножко информации для тех, кто интересуется. Здесь вот, друзья, вот еще башня Алфавит. Сейчас она откроется здесь. Ну, я, конечно, ни одной буквы не понимаю, но, наверное, круто.
Ребята, кто знает, что это у него такое на ногах? А он стоит в одних носках? Это что-то к БДСМу? В общем, друзья, если вы хотите гулять не только по набережной, а еще знать хорошие места, куда можно пойти, мы с Тосиком сделали путеводитель. Где-нибудь вот здесь вот сделаю на него ссылочку. Там мы отметили все самые классные места в Батуми. Поэтому, если вы едете сюда на отдых, да и там, кстати, и для жизни он даже тоже полезен, я думаю, он вам пригодится. Поэтому, друзья, переходите по ссылке и получайте удовольствие от отдыха в Батуми. Ну, вот так вот, друзья. Слово за слово, к концу нашего сегодняшнего путешествия начался дождь. И вы не смотрите про то, что как бы солнце, и сейчас капает дождь. Вон, видите, капли уже начали капать. Вот это тоже дождь. О. Местная охрана. Кто-то, по-моему, не заплатил. Да, мне кажется, начался ураган, друзья. Интересно, друзья, на эту башню Алфавит вообще можно подняться или нет, а? Там какие-то, конечно, ступеньки есть, но другой вопрос, насколько это законно. Смотрите, вон какая пылюка там, метет. Чё ты как? Класс! Ты знаешь, вот глядя на эту скульптуру, есть четкое ощущение, что ребята поссорились и подают на развод. Что-то там гремит, валится. Как-то того и глядишь, что-нибудь еще на голову упадет. Пойдемте посмотрим поближе. О, а здесь что-то тоже. Вот непонятно, вот ломают или строят. Такое ощущение, что на это кафе что-то упало сверху. А может и упало. Так, здесь у нас, короче, куча лодочек. Здесь у нас еще что-то ломают, переломают, короче. Я очень надеюсь, что это колесо не ляпнется. А то, зная, как строят грузины, у меня есть четкое подозрение, что надо отсюда валить все же. Вот этот вот скоростной катер, получается, 200 лари стоит за полчасика. При том, что вам еще могут дать даже порулить, включить свою музыку. Ну и нам сказали, что собака бесплатна. А вот эти вот большие, получается, это групповые туры. Здесь по 20 лари стоит. Но я бы, конечно, если поехал, то вот на таком. 200 лари, конечно, жалко, но это прям красавец. Ничего не скажешь. Тут, конечно, вон и пиратские есть. На любой цвет и вкус. Какие хотите, выбирайте. Короче, удобненько. Боже, тут еще прибьют, пока будешь записывать. Заяц, это, мне кажется, арабский вариант, нет? Наверное. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш ролик про туристические Батуми. Интересно будет почитать ваше мнение в комментариях, как вам нововведения и изменения в курортном городе. Ну а мы с вами на этом прощаемся и до встречи в новых видео. Пока! Пока вам концовку записывал, чуть чувака не утопили.